Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Что ждать в целом от месяца июня и что вас удивит? Три важных события. Что же случится, что произойдет, давайте с вами узнаем и останемся реалистами. Астрологически это очень приятное время, июнь 2025. Интересно и продуктивно одновременно. И звезды нам подсказывают не пренебрегать сентиментальными отношениями. Это как подсказки. Заботьтесь в целом о своем общении. И вы мастера дипломатии, мои дорогие весы. Поэтому тут через общение к вам могут прийти какие-то новые возможности. И вы увидите, как возникают эти самые или ориентиры, или вы можете какие-то пересмотреть ориентиры, или буквально какие-то двери перед вами могут открыться. Возможно, и решиться на что-то придется. И это благоприятное время для принятия мудрых соломоновых решений. Мы чего-то не можем изменить в этой жизни. Может быть, принять реальность придется, да, и значит тогда свои собственные силы мы направим в ту сторону, где мы чего-то можем добиться. Но это еще доброе время, к примеру, помириться, обустроить наш дом, быт, сделать наше жилье более уютным, комфортным и, конечно, отдохнуть, сделать некоторую перезагрузку. И если я говорила переломный июнь, переломность этого периода заключена в том, что прежде мы могли себе что-то надумать и видеть или желать осуществить именно что-то по-своему. Или мы считали, что мы правильно расставили приоритеты, но это был подвох в том, что мы не согласовали с какой-то реальностью. Так вот, концепция вопроса может поменяться в июне. И основной вопрос, как мне себе не помешать или не навредить, поскольку Юпитер в раке, как высшая октава, проявление эмпатии, готовности к этому самому балансу, договариваться, к дипломатии, чтобы занять свое место в жизни или место под солнцем. И этот месяц может стать для кого-то из вас как месяц перезагрузки между прошлым и будущим. Причем в добрых энергиях. Никогда нам вынуждены мы себя словно ломать, уговаривать на что-то. А здесь нет. Здесь нам с самим собой договориться будет намного проще. Ну, давайте с вами узнаем. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. События до конца 2025 года. Месяц июнь и месяц июль определяет для нас палитру второго полугодия 2025. И прочитайте, я думаю, какие-то подсказки вы получите. В зависимости от ваших планов, намерений и целей, как тут что-то лучше обустроить или чем воспользоваться, не упустить опять же. А мы идем дальше. Что же случится или произойдет? Июнь месяц. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? Ну и к чему это все идет? Для чего это было нужно? Что исполнится? Что осуществится? Какая тайна откроется? Чего в целом ждать от июня 2025? И какое продолжение следует с заходом на июль? А это уже другие энергии. Кто на сайт зайдет, тот прочитает. Ну вот смотрите, перевернулась карта. Мелкая, кстати, карта, пятерка кубков, апатия, у кого-то депрессия, сожаление о том, что у нас что-то не случилось, не произошло или не срослось, может быть, по отношениям, все же кубки. Но это не имеет теперь никакого значения. Наша задача увидеть то, чем мы располагаем. Вот эти два наполненных кубка, обратите внимание, и стол такой, да, накрытый, с разными продуктами, какие-то приятности рядом. Но есть и какое-то сожаление, самое время с ним проститься. Я бы сказала, быть добрее к самому себе. Не ограничивать себя прежними представлениями или не нырять в какой-то глубокий анализ того, что уже случилось и произошло. Ну точно, не нырять. Аркан смерть. Я надеюсь, все понимают правильно, что это не про смерть, это аркан трансформации между прошлым и будущим. И, видимо, вам нужно с чем-то завершить. Вот, либо какое-то длительное ожидание,
Или, может быть, и были какие-то иллюзии по поводу конкретного человека, по поводу, может быть, работы как-то это было связано, да? Обещали одно, а по факту получилось другое. Наверное, самые разные направления. Или, кстати, ваша деятельность, может быть, вы представляли, буду заниматься вот именно чем-то определенным. А здесь мир, пространство или какие-то нововведения тоже оказывают на вас влияние, и вам приходится перестраиваться. Но вот эта трансформация, переломность июня, карта подтверждает. Здесь может быть и по личной жизни, ну вот как не ждать того, кто не придет. Ну вот какое-то ожидание, я вижу, у вас точно должно быть закончено, потому что как пятерка кубков про ожидание, выход из этой апатии. Вот то, все, точка, заключительный аккорд. Идем дальше. 3 важных события. Может быть, сферу жизни нам покажут. Или с чем это связано. Первое важное событие, мои дорогие. Второе важное событие – июнь. Ну и третье важное событие июня. Давайте будем узнавать, что же там случится или произойдет. Вот интересно. Служанка в ожидании, так называется эта карта. Ну и все то, что я только что сказала по пятерке кубков и аркан смерть. И смерть ведь это не совсем про смерть, будем говорить. Я уже об этом вскользь упомянула. Здесь что-то новое зарождается, и вы не должны препятствовать, мои дорогие, самим себе. Потому что вот представьте, что по 13-му аркану проходит эта трансформация, и я часто привожу в своих видео пример, когда мы садим зернышко в землю, в надежде получить не только какой-то прекрасный росток, а получить плоды. И первое, что должно быть разрушено, трансформация этим самым методом происходит, да, или таким путем, когда вот эта твердая оболочка или панцирь, который долгое время охранял росток, она должна быть разрушена, иначе вот этот малюсенький росточек спящий, он не сможет пробиться к солнцу. Поэтому разрушение вот этой оболочки и символизирует 13-й старший аркан. Мы едва ли не ежедневно делаем какой-то выбор, и если мы сделали выбор в направлении или в пользу чего-то одного. Это значит, неизбежно мы отказались от чего-то другого. И это тоже где-то символизирует 13-й старший аркан. Значит, мы в этом направлении не пойдем. Или эти отношения мы не будем продолжать. Или мы не будем их развивать. Или мы не будем, прикладывать много усилий. Может быть, мы и сохраним, мы говорим, Соломоново решение. Но сказать, что мы на это будем надеяться или ждать, мои дорогие, точно нет. Вот здесь какой-то период бездеятельности, ожидания или пустых надежд. Он у вас заканчивается. И, может быть, была у кого-то и личная история, тут нам буквально переписка, а у кого-то все же у нас конверт с печатью. Это могла быть ситуация, когда вы ждали важного документа, бумаги. Вам пообещали. А может быть, есть смысл зайти в другие двери, обратиться к другому чиновнику или в какую-то другую компанию. Тут ведь может проигрываться все же жезлы. Дела, работа, бизнес, мои дорогие, и деньги. Но вот какая-то концепция по поводу ваших не только решений, а и перевода этих решений в действие. Вот что случится или произойдет. Завершается апатия, завершается период ожидания. Что вас удивит? Праздник, мои дорогие. И рождение чего-то совершенно нового. И это, знаете, карта вас может удивить, все же она несет добрая энергия, так вот вас может удивить, что вы находились словно в каком-то замкнутом пространстве, но я так аллегорически, или себя ограничивали какой-то период времени, думая, что или на человеке, вот есть такая фраза, сошелся клином белый свет, или на работе какой-то зашелся клином белый свет, на каком-то руководителе, к чему угодно это можно применить, а здесь жизнь раскрывает палитру самых разных красок. Жизнь не делится на черное и белое, а все в полутонах. И когда мы это видим, рождение чего-то нового, завершение по 13-му аркану и какой-то правильный выбор вы делаете, и вас удивляет, что жизнь прекрасна, мои дорогие. Вы
больше вдохновения испытываете, вы больше самодоверия к себе испытываете. И имеется в виду, это не про гордость ни разу или гордыню, да? Нет, это через добрые энергии мы понимаем, что, ну, просто нам нужно было пройти какой-то сложный период жизни для того, чтобы с чем-то определиться. И, может быть, в последующем не попасть еще раз в подобную ситуацию или в зависимую ситуацию, или когда мы теряем время чего-то или кого-то, ожидая. Поэтому тут завершение и уже рождение каких-то новых возможностей. И вот именно возможности вас удивляют. Наверное, не замыкаться в себе и как можно быстрее завершить какой-то период разочарований. Добрые энергии июня. Вот переломный момент для вас могут готовить. Следующая карта. Кто или что появится неожиданно? Старший аркан. Тут все идет своим чередом. Это как знак судьбы, мои дорогие, правда? Знак судьбы в том, что вы не должны терять время. Потому что колесо фортуны, да, это фортуна. Кто или что появится неожиданно. Это как фортуна вам помогает, но это имеется в виду не выигрыш в лотерею ни разу. Эта карта старшего аркана говорит о цикличности, что ты не должен терять время, иначе вот это колесо фортуны, оно идет наверх. Потом оно словно притормаживается, после неизбежно пойдет вниз. И вот если мы упустим какой-то момент, то за этим подъемом последует спад. И мы будем сожалеть, что мы упустили какое-то время или прекрасную возможность. Поэтому если вам тут что-то предлагают, или вы сами себе что-то предлагаете, то есть видите, да, чем вы хотите заниматься, какие отношения продолжать. Или, мои дорогие весы, вы захотели, может быть, осуществить переезд. И просто поначалу вы не видели выхода. Ну, к примеру, я как вариант, да, были надежды, что сделать это через какого-то человека, или вы надеялись, что вам кто-то посодействует, может быть, в подготовке документов. Одновременно, может быть, вы по работе хотели как релокацию, да, чтобы раскрыть свои таланты где-то в другом месте, там больше возможностей, вы видите. И была зависимая ситуация от людей или от компаний, от организаций, тут, ну, по-разному у каждого, то теперь вы понимаете, что тут нет, тут нужно не отказываться от своей мечты, а просто переложить это как-то на другие рельсы или на другую возможность. И у вас она есть. Тут более четкое видение в июне ваших намерений, целей, какой-то программы, именно личной вашего интереса, то, в что хочется вкладываться или хочется продолжать. И знаете, это как ваш расцвет может быть. Все же по колесу фортуны мы говорим, фортуна это сейчас для вас идет вот это колесо наверх, открывая перед вами палитру нового качества жизни. Не отказаться от этого и не застыть в каком-то ожидании. К чему же это все идет? Новый опыт, изучение чего-то нового совершенно. Все же ведь эта карта будет символизировать, что мы сдаем своего рода жизненный экзамен. Если мы спросили, для чего это все было нужно, а вот это было действительно нужно для того, чтобы еще раз мы в просак не попали или не застряли в каких-то воспоминаниях, ожиданиях или в прежних траекториях, да, которые мы себе нарисовали мысленно. И просто ждали, думали, что это осуществится. А здесь как раз мы сдаем экзамен на собственную уверенность в своих силах, например, да, или когда мы, возможно, что-то изучаем, но значит, это обучение не пройдет даром, а новые знания мы переложим на практике, и нам конкретно это поможет заработать деньги. Все же тройка пентаклей о заработках говорит тоже. Это новая возможность, или точнее возможность зарабатывать по-новому, по-новому раскрыть свои таланты, творчество. Среди вас много очень творческих людей. И, может быть, прежняя какая-то история в одной концепции не получилась, да и бог с ней, мои дорогие весы. Здесь что-то совершенно альтернативно, светлое, приятное, радостное пытается войти в вашу жизнь, но этот экзамен своеобразный вы можете ощущать. Но, значит, может быть, у кого-то и напрямую вы получаете сертификат и уже становитесь специалистом в какой-то области, и это перед вами открывает возможность заработать деньги. Но все же
Это для большинства будет проигрываться как, да, это связано с работой, с вашим личным делом или с вашими целями, намерениями, которые мы перекладываем на ту реальность, которая есть. И у нас словно глаза открываются. Мы видим, как нам нужно теперь действовать. И высшие силы, пространство, Вселенная сейчас на вашей стороне. И где-то эти энергии до конца 2025 года. Но первый шаг июня – адаптироваться к чему-то. Адаптироваться или принять правду жизни, что вот именно так обстоит обстановка, никак иначе. Не так где-то, как я себе это представлял или представляла. Быть реалистом – первый шаг на пути к новому качеству жизни. Давайте мы узнаем, что же исполнится. Десятка мечей. Нам девушка показана, или женщина сидит на погосте, и уже все завершено. Уже и памятник стоит. И явно дела давно минувших дней. А может быть и предание старины глубокой, да, как классик. По словам классика, может быть, это действительно мы что-то себе надумали, оставили в виде воспоминаний, эмоций. И здесь у вас может быть окончание, такое, знаете, как завершение. Когда само прошлое пытается от вас оттолкнуться. И я должна сказать, что добрые энергии будут еще и проявляться в том, что не будет желания оглядываться назад. Мы закрываем в прошлое дверь. Поэтому что исполнится? Вот действительно переход вот этот между прошлым и будущим, между разочарованиями, пустыми ожиданиями, между депрессией. Вот у кого-то может быть, и знаете, как эмоциональное выгорание из-за работы. Может быть, вы долгое время, даже ваша любимая работа, мои дорогие, у кого-то смена профессии, вы можете задуматься об этом, кстати, с учетом всех карт. И это будет как даже вот этот барн-аут или вы, эмоциональное выгорание вас тоже подталкивает изменить свою жизнь. Или какой-то график работы, приоритеты по работе. Потому что, ну, как все силы исчерпаны. Или внутренне я уже перегорел какому-то вопросу, и я теперь уже даже не хочу об этом думать. Но что-то подобное может проиграться и в отношениях. Правда, завершение. Никаких эмоций по этой карте мы не испытываем. И значит, это уже выздоровление. А это дорогого стоит. За этим стоило, может быть, пройти какой-то сложный период жизни, чтобы правильно расставить собственные приоритеты. Какая тайна откроется? Здесь, знаете, как будет какая-то неслучайная случайность. Пусть это не в этом аркане, не в этой колоде, точнее. И я часто об этом говорю, но, видимо, есть смысл еще раз повторить. Хотя те, кто смотрят мои видео долго, уже наверняка слышали и не раз, неоднократно, но кто-то смотрит и впервые. Пусть не эта колода, но аркан умеренности. Есть такая колода Таро иллюминатов, она вся построена на символах. И основной символ – это как геральдическая лилия. Ну, там много разных символов, но именно карта построена на историческом факте. И это было много столетий тому назад. Король франков, династия мировингов Хлодвиг воюет с готами. И, знаете, погибель была бы неминуема, поскольку как и сам Хлодвиг, так и его войско, его люди были зажаты между готами и между рекой Рейн. Они находились на берегу. Вот представьте, паника царит, да, люди понимают, что, ну, завтра они уже, возможно, не будут живы. Но король он и был король, он сумел себя взять в руки. Вот для чего нам нужна вот эта умеренность. Обратите внимание, вот этот ангел, он словно такой бесплотно-бестелесный отчасти, потому что он не имеет цветов, вроде не имеет жизни. То есть какая-то холодная голова, холодное решение, мои дорогие весы, вам точно придется принимать для того, чтобы завершить какую-то ситуацию. Словно вот как этому Хлодвигу, может быть, окончательное решение принять. И прогуливаясь вдоль Рейна, вот обдумывая так хладнокровно, он заметил, что болотный ирис, маленькие желтые цветы, они растут вдоль реки и уходят вглубь. Он знал, что болотный ирис растет на мелководье. Это как не случайная случайность или подсказка судьбы, мои дорогие весы. И он подумал, а не переправиться ли мне с войском вброд? Сумасшедшая идея. А другого выбора не было. Он и так и сделал. В итоге он спас своих людей
И пока готы спали, вот представьте себе, ночь, никто не видит, да, готы спокойно знают, что никуда ты там не денешься, ни ты, ни твое войско. А он делает такой ход конем, да, вот есть такая фраза. Он делает что-то такое, что или чего от него не ожидает, и он выходит победителем. Вот что-то подобное, какая-то ситуация может проигрываться у вас. И ведь мы спросили, какая тайна откроется. Вы сами откроете эту тайну, и для вас будут подсказки извне. Будьте осмысленны. Подмечайте все то, что происходит вокруг вас. Где-то анализируйте обстановку внешнего мира, может быть, и мировую обстановку. Вам нужно, понимаете, составить какой-то узор из мелочей, из внутренних подсказок. Слушайте свою интуицию. И интуиция – это не глубокая философия на мелком месте. Нет, интуиция – это и не сознание тоже, потому что сознание – это великий шаблон. И именно шаблон, сродни привычке. И нам все время сознание рисует не ту картину. Оно нас пытается затянуть в этот шаблон, поскольку сознание – это, представьте, как компьютер, это какая-то программа. Она уже написана. И сознанию понятно или понятен какой-то путь. И пусть он даже ведет в никуда. Или он ведет к какому-то минусу. Но сознание работает как программа. И стало быть, он вам или оно вам будет где-то вырисовывать определенную траекторию. А интуиция – это как высшее знание. А высшее знание – это интеллект. Ничего общего с сознанием не имеет. С привычкой тоже. Так вот, интуиция – это прежний опыт и интеллект. Волшебный тандем. Пользуйтесь этим. Вам будут даны правильные подсказки. И значит, какая-то тайна действительно откроется. Зачем все это было нужно? И в каком направлении я теперь иду? Чего же ждать в целом от июня? Посмотрите, вы меняете статус. То, что вы намеревались осуществить, вы будете делать с какой-то правильной ноги или обращаться в правильные инстанции. Вы можете продолжить какое-то общение, но совершенно в другом ключе. Это вы сами, мои дорогие, я так вижу, чего в целом ждать от июня. Да, это контакты могут быть как и с инстанциями, организациями, с какими-то чиновниками, но и вы сами собственную силу набираете. Вы именно движетесь в том направлении, которое для себя обозначите, и нарастает ваша сила. А еще нам карта говорит, что вам придется корректировать свои планы. Будьте мудрым императором, потому что всегда по императору, кстати, есть такая загвоздка или ловушка. Сделать, знаете, как-то вот именно по-своему. Есть такая вот концепция, по императору проходит, есть два мнения, мое и неправильное. А вот нет, по мудрому императору он понимает, что людей мы не можем изменить. Раз. Внешние события мы тоже изменить не можем. Это два. И стало быть, корректировать наши планы. Будьте готовы корректировать ваши планы, чтобы основная цель была достигнута. И здесь буквально высшая сила фортуны вам помогает. Два старших аркана. А все то, что я говорила по умеренности, благодаря этому или выход из создавшегося положения, или рождается чего-то новое, может быть, и как ваше творчество, или вообще какое-то новое направление вы избираете. Но вот силу вы набираете, она словно нарастает. Но мудрые решения, может быть, Соломоновы, вам придется в июне принимать. Что же, какое продолжение следует? Приготовьтесь к тому, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. С одной стороны, где-то в июле вам придется решать еще вопросы, которые будут балансировать на грани между финансовой какой-то системой или, может быть, вашим финансовым состоянием, и вам придется с кем-то договариваться. Не все однозначно, мы только сказали, корректировать планы. На последующий период не все будет однозначно хорошо. И у нас июль, планета Уран, которая еще в июне у нас находится в Тельце, управитель Венера, как и у вас. Телец – это все то, что означает благополучие. Так вот, уже с июля месяца и до ноября планета Уран войдет в знак зодиака Близнецы. Для вас это важно. Почему? Потому что, как и Близнецы, вы принадлежите к знаку зодиака стихии воздух. Так вот, вот этот период, который у нас будет раскрывать нам те возможности, да, с июля до ноября. Это может быть своеобразная траектория последующих событий или то, с чем вам придется столкнуться
на последующие 7 лет, когда окончательно Уран обоснуется в Близнецах. Правда, это произойдет не скоро, это с апреля 2027 года, но мы уже теперь можем видеть какую-то траекторию собственных приоритетов, поэтому этот период может быть важен. Открывает перед вами палитру, с чем вы можете столкнуться. Потом он вернется в Телец, и мы будем, возможно, и на вас это будет как-то влиять, когда вы окончательно какие-то аккорды сыграете или расставите все по местам. Но, если мы сказали на июль, вопросы финансов и каких-то договоренностей, они должны быть у вас в каком-то красивом узоре, мои дорогие, чтобы не было как и финансовой бреши, так и еще раз какого-то периода ожидания. Мелкая карта. И поэтому правильный расчет какой-то вам придется делать в июле. Важные события. Первое. Удивительно. Карта Император. И вы сами где-то в этих энергиях, я уже не повторяюсь, но и вы можете столкнуться с таким Императором. Может быть, есть какой-то человек, и с ним история не завершена. Может быть, кто угодно, личная жизнь, или там вопросы работы, или важных согласований в инстанциях. Значит, что-то будет продолжено. Это как важное событие, важное согласование. Вам придется быть дипломатом, и у вас, конечно, это получится. Быть гибче, потому что, ну, не все тут на 100% просчитаешь, правда. Может быть, и будут звучать какие-то предложения, и я допускаю, поскольку гибче приходится быть, адаптироваться приходится, вы можете принимать чью-то точку зрения, но в то же время оставлять собственный приоритет. Это будет очень важно. Не раствориться в человеке, не раствориться в каких-то обещаниях. Будьте внимательны, 2 императора. Но точно так же и быть гибче, не быть, вот знаете, настойчивых где-то в своих предубеждениях. Я об этом тоже говорила. Балансировать вам придется между, словно, между прошлым и будущим. Для себя вот это будущее отстраивать в новом ключе, используя малейшие возможности, которые вам дает пространство, Вселенная. Иными словами, колесо фортуны. Но и люди могут быть сложные. Могут быть, как с этим императором, да? Есть 2 мнения, мое и неправильное. Вот есть тот, с которым сложно явно будет договориться. Может быть, и сложно какой-то разговор даже с ним провести. А от вас потребуется умение все равно какую-то историю переложить именно так, как вы этого хотите. Но, может быть, сделать это элегантно, незаметно, оставляя в центре этого вопроса или то, что будет стоять на повестке какого-то дня или, может быть, и недели, в центре свои приоритеты. Вот такое важное событие. Еще одно важное событие, смотрите, у вас, да, старших аркана. Если мы говорим о второй колоде, да, и 15-й аркан – это желание именно поступить по-своему. Может быть, и, знаете, как проверка на прочность, может быть. Может появиться такой император, или возобновится какая-то история, вполне вероятно, да, какие-то контакты. Это может быть спонтанно, или вы сами обратитесь по какому-то прежнему маршруту, да, или человек объявится, тот, которого вы ждали, или организация, например, да, вам что-то сообщит, или позвонит, или куда-то пригласят, но у каждого по-своему. И вам будет что-то обещать, потому что по 15-му аркану нам обычно обещают что-то. Да, здесь есть наш интерес. Когда, знаете, мы словно, загораемся чем-то. И вот мы уже попадаем на удочку этому 15-му аркану и можем стать марионеткой в чужих руках. Поэтому помните, это какое-то искушение, которое выглядит очень притягательно. Но не попасть вот в эту ловушку ваша задача. Не делайте ничего чересчур. Осмысленность, осознанность – это ключ вашего прогресса. С другой стороны, легкие деньги опасны, потому что 15-й старший аркан часто это карта материализма. Я могу сказать, что если деньги какие-то задерживались по непонятным причинам, значит, найдете вопрос или способ как-то решить и получите эти деньги. Но это имеется в виду как гонорар. Это то, что вы заработали. Это ни разу не про лотерею. А как раз лотерея тут опасна. Я бы сказала, вообще на весь период Водолея, точнее Плутона Водолея на 20 лет, легкие деньги или какие-то игры, они могут привести к полному краху. Но это я так попутно. Иногда мне пишут, спрашивают. Так вот, по 15-му аркану быть реалистом стоит.
И, кстати, у вас хватит физических сил, и у вас хватит сил выдержать и эмоциональное какое-то напряжение, даже если вы с таким сталкиваетесь, или сталкиваетесь с людьми, с которыми вообще, в принципе, сложно договариваться, или которые меняют словно свое мнение, словно играют. Здесь может быть какая-то игра, но и с другой стороны, по 15-му аркану, не быть заложником собственных предубеждений. Вот балансировать приходится, правда, как и в реальной жизни, может быть, какое-то Соломоново мудрое решение вам придется точно принимать, и при этом оставаться реалистом, чтобы не быть втянутым в чужую игру. Будьте внимательны. Третье важное решение. Новый маг. Волшебный вообще расклад для вас, мои дорогие. Но я должна сказать, когда карта мага выпадает, будьте внимательны к собственным мыслям. Мысли материальны, об этом еще Эйнштейн говорил. Даже он говорил, воображение важнее знаний. Вот только вдумайтесь, да, это же когда было. А после квантовая физика доказала, что мысль – это субстанция. Да, это не та субстанция, которая как стул, стол или какая-то вещь, но тем не менее это субстанция. Поэтому правильные мысли сегодня формируют для вас правильное завтра. И если мы начнем что-то тут не то к себе мысленно притягивать, такое завтра мы и получим. И чтобы себе не наколдовать, вот к чему я, чего-то того, что нас может снова поставить в какое-то ожидание или в тупик, ваши правильные мысли, вот порядок в мыслях вам все-таки нужно иметь и быть реалистом. У вас, в принципе, мои дорогие, много старших арканов. Причем где-то они перекликаются в двух колодах. Посмотрите, умеренность, колесо, император. И здесь снова император, здесь 15-й аркан дьявол. И опять же карта мага. Маг – великий практик. И если кто-то думает, это про магию, ни разу нет. Как раз маг – великий материалист. Он понимает, что да, есть идея, а вот способы, чтобы ее перевести в реальную плоскость, земную жизнь, он находит 1001 способов. Но основа всех его действий – это дипломатия. Это делать то, чего от него не ожидают. И делать это красиво, элегантно. Мы уже об этом говорили. И значит, кому-то придется принимать действительно Соломоново решение или с кем-то взаимодействовать. Может быть, вы и видите, что с вами кто-то ведет игру, а у вас нет другого выбора. И тогда, мои дорогие весы, пусть это для одного-двух важно услышать. Вы видите, что да, человек затеял какую-то игру, а вы на какой-то короткий период времени вынуждены эту игру продолжать. Тогда и не замечтаться, и не раствориться в условиях игры, а просто подводить к тому итогу, когда вы эту игру можете переиграть и переложить в свою собственную. Вот где-то это как совет. Но тут у вас и реальность, и философия какая-то. Поэтому, мои дорогие весы, я вас люблю. Переложите все выпавшие карты на свою реальную жизнь. И я надеюсь, какие-то подсказки будут. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.